Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами вкусно, полезно готовим, красиво готовим и бюджетно. Дорогие мои друзья, сегодня мы с вами будем готовить вафли. Помните, у меня уже были и творожные вафли, и со шпинатом вафли, каких у меня вафель уже только не было, и кокосовые. Сегодня мы сделаем белковые вафли, которые можно есть на стадии снижения веса, если вы на кето-питании и так далее. Мы с вами приготовим, спечем вафли с тунцом. Очень необычный рецепт и очень вкусный. Ну что, идемте готовить? Для того, чтобы приготовить наши сегодняшние рыбные вафли, нам с вами понадобится вафельница, миска для вымешивания, маленькая силиконовая кисточка, лопатка, полотенце и из продуктов питания. Немного растительного масла, 2 столовые ложки тертого сыра, 1 мелко порезанная жареная луковица, 1 баночка тунца в собственном соку, 2 столовые ложки овсяных отрубей, 1 яйцо, немножко укропа по желанию, столовая ложка крахмала, немножечко зеленого лука, 2 столовые ложки греческого йогурта и чайная ложечка разрыхлителя. Ну а теперь давайте выпекать наши вкусные, полезные вафли. Первым делом мы с вами должны взять йогурт. У меня греческий, может быть любой, просто натуральный йогурт без наполнителей. И в йогурт мы с вами должны добавить разрыхлитель. Теперь это все перемешаем. И как только разрыхлитель войдет во взаимодействие с йогуртом, вы увидите, он станет таким пушистым, то мы с вами начнем добавлять остальные ингредиенты. Вот видите, он уже прям такой пушистенький делается, легенький и красивенький. Теперь самое время добавить яйцо, овсяные отруби и крахмал. Все это помешаем. Видите, я сегодня даже не беру миксер. Все очень просто и легко. Сейчас яичко немножко так разойдется. И мы начнем добавлять другие ингредиенты. Теперь отправляем зеленый лучок, укроп. Зелень — это все по желанию, дорогие мои. Потому что я люблю, когда мои изделия такие пикантные и разноцветные. Так, теперь отправляем баночку тунца. Сок я слила. Сок пойдет нашему Феликсу и Саймону. Они обожают. Ну, кто из животных не любит рыбку, да? Вот, вымешиваем все. Теперь жареный лучок. Лук можно опять же по желанию, вы можете добавить и сырой, но я люблю, когда вот он такой немножко обжаренный. Еще раз все перемешаем. И теперь самое время отправить тертый сыр. У меня моцарелла, вы можете взять абсолютно любой. Заметьте, я пока вообще это тесто не солила, не перчила, потому что сам по себе тунец, он немного солоноватый такой, да, и сыр тертый. Он всегда немножко присолен. Поэтому, когда мы сейчас все это перемешаем, попробуем на соль. И если не хватает, то добавим. Вот столько у меня получилось теста, и оно такой вот консистенции. Если вы считаете, что оно жидковатое, можете добавить еще 1 ложку крахмала или же отрубей. Теперь мы это все отставим. Достанем нашу вафельницу и приступим к выпеканию. Теперь берем вафельницу, включаем ее, спрыскиваем немножечко маслом, буквально чуть-чуть сверху и снизу. Можно кисточкой немножко так разровнять, распределить, скажем, даже так правильно будет. Это масло можно нет, не распределять. И когда вы почувствуете, что ваша вафельница разогрелась, с помощью ложки выкладываем тесто.
Опять же, по желанию, если вы хотите большие вафли, можно сделать немножко больше. Если хотите поменьше, то, соответственно, берем тесто поменьше. Все, теперь закрываем вафельницу и выпекаем наши вафельки. Прошло пару минут. Открываем нашу вафельницу. И вуаля, смотрите, какие у нас красивые вафельки. Нас тут поджидают. И я лопаточкой так их снимаю. Видите, они такие вот с двух сторон. Поджаренные и хрустящие. Выкладываю на тарелочку. То же самое проделаю со второй. Так. Вот такая у нас красотища. Выкладываем на тарелочку. И выпекаем следующие. У меня как раз будет еще на 2 штучки. Такие у меня большие получатся сегодня. Можно было сделать поменьше, получилось бы 6 штук. Но я так, чтобы все по-быстрому, сделаю всего лишь 4. И этого нам хватит. Немножко им придаю такую форму. Хотя это совсем не обязательно, оно все выровняется само. И закрываю и выпекаем наши остальные вафельки. Ну, судя по запаху, наши вафельки, вторая порция, уже готовы. Ну, конечно же, смотрите, какие они красивые. Так, берем лопатку, поддеваем вафельку и выкладываем на тарелочку. И у нас еще одна. Вот такая вот красавица. Итого у нас с вами получилось 4 вот такие вот большие пышные вафельки. Очень хорошо пахнут. И они такие хрустящие. Так что через пару минут мы с вами встретимся на моей кухне и обсудим весь процесс приготовления. Вафли получились совершенно вкусными, питательными. И очень у них такой необычный, интересный вкус. Но даже мой датский муж с удовольствием съел такую вафлю. Больше скажу, у меня кот украл одну из них и поделился с нашей собакой. Так что вафли на славу удались, дорогие мои. Если серьезно, такие вафли, они очень питательные. Если мы эту вафлю просто-напросто смажем творожным каким-то сыром, положим ломтик огурца или перца сладкого, будет очень вкусно и сытно. И ничего вам больше туда не нужно, потому что тунец уже входит в само тесто. И удобно такие вафли брать и на перекус, и можно, я не знаю, даже на ужин съесть или на ланч съесть. И даже гостям подать тоже неплохо. Дети полюбят такие вафли. Так что экспериментируйте, пробуйте, готовьте вместе со мной и делитесь своими впечатлениями под этим видео. Оставляйте свои комментарии с пожеланиями. И спасибо за ваши лайки и подписки. Всех вас обняла и до новых встреч, до новых полезных рецептов. С вами была Виктория. Пока!